Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Скорпион. Расклад у нас будет по 12 астрологическим домам. Работать я буду на Таро Акаши. Что ожидает скорпионов в 2022 году? Еще будет у нас 5 карт. Эти 5 карт покажут людей и ситуации, которые актуальны для вас в настоящее время. То есть это то, что для вас сейчас очень важно, на чем сосредоточен ваш фокус. Это ваш самый главный запрос. И, кстати, по этим 5 картам вы поймете, резонирует с вами расклад или нет. Хорошо, наш расклад готов. Давайте приступать. Да, я забыла еще 18-ю карту. Это карта «Взгляд в будущее». Это намек на будущее направление стремлений, которые будут основаны на выборе и действиях вас в 2022 году. Это уже то, что будет происходить в 2023. Но мы эту карту откроем в конце. Хорошо, первая карта у вас это 19-й старший аркан. Карта называется Reflection. Reflection — это отражение. То есть мы видим, что корабль плывет по водной глади, и Луна отражается в воде. Но карта у вас перевернутая. Она может показывать, что, в первую очередь, на более бытовом уровне, что поездка или какое-то путешествие будет отменено или изменено. Но так как это старший аркан на более глубоком уровне, карта говорит о вашем высоком эмоциональном напряжении, которое блокирует ваш разум и нарушает ваш жизненный путь. Сейчас вы можете испытывать внутреннюю борьбу между эмоциональными потребностями и вашим интуитивным голосом. Но эмоции у нас, как правило, побеждают. Загляните внутрь себя и разберитесь, от чего это происходит. От страха или недостатка чего-то. Что заставляет ваши эмоции подниматься и опускаться? В первую очередь карта советует заняться медитациями, духовными практиками, чтобы восстановить связь с вашим источником. И когда вы восстановите ваш эмоциональный фон, вы снова будете освещены сверху, и тогда вы все в своей жизни увидите ясно. Вторая карта — это The Akasha Library, это библиотека хроник Акаши. Карта у вас тоже перевернутая. В прямом положении мы видим гигантская библиотека, в которой хранятся все данные, вся информация, все, что содержит в себе хроники Акаши. И здесь сидит мудрец, который готовится писать новые хроники Акаши в вашей жизни. И есть лестница. Лестница ведет вверх. Это ваш духовный рост, развитие. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может указывать, что вот эта лестница сейчас у вас идет вниз. Возможно, ваши записи в Акаше были приостановлены, но они для вас всегда доступны. Может быть, вы отошли от пути духовного руководства, очевидно, что-то случилось в вашей жизни, или просто вы отвлеклись на что-то. Сейчас пришло время пролить новый свет на ваше прошлое, раскрыть ваш внутренний мир. Начните сегодня с декларации об освобождении от вещей, которые мешают вашей ясности. Закройте глаза и увидьте, как они рассеиваются. Да, вам нужно будет приложить немного больше усилий, но ваши записи в хрониках Акаши будут исправлены и написаны вами снова. Третья карта — это у нас единица ключей. Карта называется Архитектор. Она у вас также перевернута. Здесь показывают, что идет оживленная стройка. Люди работают на каких-то фундаментах, основах. Стоит архитектор, его помощник. Очень много
каких-то карт, чертежей, то есть идет оживленная стройка. Но когда карта переворачивается, она говорит, если у вас были, например, планы по строительству, ремонту или отделке вашего дома, или, может быть, рабочего места, возможно, вот эти планы изменились или даже провалились. Но это могут быть вещи, которые, как вам кажется, вы не контролируете. Или, может быть, вы потеряли веру в свои собственные способности и авторитет. Но даже если очень большая задача сейчас стоит перед вами, не сдавайтесь. Пришло время пробудиться в вашей силе и мощи, и все, что вам нужно, это составить новый план. Если проект находится в состоянии краха, начните новый, ну или, по крайней мере, рассмотрите некоторые действия, которые вы сейчас можете предпринять, чтобы восстановить свою силу и начать все заново. Четвертая карта – это старший аркан, 22-й. Карта называется Эцум. Эцум переводится как «Я здесь, я пришел, я рядом». Попроси меня, обратись ко мне. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, сидит женщина, она читала книгу и вдруг о чем-то задумалась. А на самом деле к ней наклонился ангел и говорит: «Я здесь, я пришел. Попроси меня, я помогу». Вот эти полупрозрачные – это духи нашего рода, вот эти как феечки – это элементали, духи природы, стихий. Ну а вот это наши высшие наставники, это наше высшее Я. То есть они находятся все рядом с нами. Но когда эта карта ложится в перевернутом положении, она показывает, что вы сейчас можете ощущать, что не видите своей цели, или что у вас нет контакта с вашими помощниками, с вашим высшим Я, духами, которые вас посещают. Может быть, вы были слишком эмоциональны, напряжены или заняты. Сейчас для вас наступает время делать работу, которая помогает вам достичь вашей мечты. И для этого вам нужна поддержка вашей духовной семьи. Они не покинули вас, просто вы их не слышите. Поэтому карта говорит: расслабьтесь, помедитируйте, чтобы восстановить эту связь. И когда вы это сделаете, вы получите и помощь, и любовь, и поддержку. Для вас сейчас важно каждый день предпринимать определенные действия для достижения вашей цели. И даже маленькие шаги приведут вас к месту вашего назначения. И пятая карта – это фигурная карта. Это у нас король роз. Вообще в этой колоде розы это и король роз, да, это король любви. Когда карта ложится перевернутая, она показывает на возможный разрыв отношений с мужчиной, будь то это друг, член семьи или это любовные отношения. И здесь могут летать искры. Хотя этот эмоциональный поворот может показаться ошеломляющим, не позволяйте себе отчаиваться. С каждым завершением приходит потенциал для новых начинаний. Это даже, возможно, напоминание о старой любви, от которой вы так и не смогли освободиться. Если это так, то пришло время наконец-то отпустить старую привязанность, открыть свою жизнь новому и лучшему, который приходит в вашу жизнь. Но если эта карта показывает вас, то она может указывать, что роль мужа или отца значительно уменьшается, будь то это из-за вашего желания или так сложились обстоятельства. Но эта карта может относиться непосредственно к вам. Если у вас есть глубокий паттерн самоотрицания, то для вас пришло время создать действительно заботливые отношения с самим собой. Неважно, какие у вас установки, у вас есть сила, чтобы успокоить свое сердце, посмотреть на вещи ясно и контролировать свое восприятие себя и своей жизни. Ваш союз с самим собой зависит только от вас. Если эта информация с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Первый дом – это ваша личность, это дом самовыражения, это то, как вы себя определяете, это ваш образ, это дом самораскрытия и самоосознания. Здесь у вас ложится двойка ключей, карта называется Детережа. Детережа – это сокровище, карта у вас прямая. Мы видим, что мужчина пришел в свой дом и видит, что весь его дом разграблен, то есть все, что могли, украли, а что не украли, то сломали. Но позади него поток света выбивается из маленького сундучка, который является единственной нетронутой вещью в этой комнате.
Эта карта может представлять большую потерю или неприятность в вашей жизни. Это может быть потеря работы, отношений или каких-то возможностей. Но помните, что это период временный. Да, это может занять некоторое время и усилия, чтобы восстановить ваши силы, но внутри вас есть огромное сокровище, которое всегда доступно. Вот этот вот маленький сундучок показывает ту часть вас, которая заполнена светом. И он неуязвим и никогда не может быть вами потерян. Не зацикливайтесь на этой потере и разочаровании. Откройте крышку вашему свету и позвольте ему осветить ваш путь. И тогда вы увидите другие возможности, которые ожидают вашего открытия. Второй дом – это дом денег, это ваши ценности, это ваши собственные ресурсы, еще это дом планирования, это где и как вы зарабатываете ваш доход. Здесь у вас ложится пятерка свитков, карта называется Diversity, и она у вас прямая. Эта карта говорит о многообразии, то есть есть очень много вариантов для рассмотрения, и вам следует на все на них взглянуть. Позвольте себе попробовать новые вещи, ехать или идти в новые места, отправляться в различных направлениях, изучать новые предметы, а также встречать новых людей. Сейчас у вас период роста и раскрытия, поэтому используйте его. Позвольте себе пойти дальше, чем вы планировали. И в конце этих разнообразных путей вы можете познакомиться с совершенно новым собой. Третий дом – это наши братья и сестры. Это близкие друзья, короткие поездки, частные события. Дом коммуникации, семейных отношений. Здесь у вас ложится тройка роз, карта называется Loving Elementals, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что сидит малыш на траве, и вокруг него вьются вот эти маленькие эльфы, феечки. Это элементали, духи стихий. И они наполняют вокруг малыша воздух радостью и счастьем. И хотя многие люди не верят в ангелов, но духи природы всех видов существуют, и они обладают даже большей силой, чем мы можем себе представить. Они живут в элементах воды, земли, в ветре, в огне. И они готовы поделиться с нами руководством, благополучием и вдохновением хроник Акаши, которые также живут в мире природы. Но когда эта карта переворачивается, она показывает серьезный отрыв от веселого, любящего ребенка внутри, от вашего собственного духа, от вашего соединения с миром природы. Может быть, сейчас вам покажется, что вы потеряли ваш жизненный энтузиазм, но старайтесь не воспринимать вещи слишком серьезно. Самое главное, вам нужно найти радостную цель, то, что действительно заставляет ваше сердце петь, то, что делает вас счастливым. Четвертый дом – это ваш дом, это там, где вы проживаете, это ваша семья, это ваша мама, отношения с мамой. Это дом эмоций, это дом недвижимости. Здесь у вас ложится шестерка роз, карта перевернутая, она называется The War of the Rose. Это война роз. Мы видим, что грузовые тучи собираются в небе и стоят две линии конных рыцарей наготове через поле битвы. Карта может показывать на войну в отношениях или битву в вашем сердце относительно отношений. Но чаще всего эти отношения носят романтический характер, но также они могут относиться к другу, партнеру, коллеге, начальнику или, может быть, члену вашей семьи. Здесь могут присутствовать игры силы и, скорее всего, отсутствует взаимность и связь. То есть в отношениях с кем-то вы зашли в тупик. Как правило, эта карта показывает кармические отношения. То есть вот эта война, которая у вас произошла с кем-то, в перевернутом положении карта показывает, что с кем-то вы полностью разорвали отношения. То есть конфликт разрушил вашу жизнь, вашу работу и, может быть, другие ваши отношения. И вы сейчас можете чувствовать большую потерю горя. Но вам важно увидеть ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Хотя ваши эмоции не давали вам покоя, вы были влюблены и привязаны к миражу.
Будьте честны с самим собой по поводу того человека, который представлен здесь. Скорее всего, это не очаровательный принц или принцесса. И в то же время эта перевернутая карта показывает, что сейчас вы уже можете освободиться вот от этой битвы, выйти из этой борьбы. Да, возможно, она оставила вас израненным, но карта говорит: очистите это поле битвы, вас ждет совершенно новая жизнь. Пятый дом — это творчество, творческие проекты, это дом детей, это любовные отношения. Здесь у вас ложится восьмерка ключей, Демастер Артисан. Карта у вас перевернутая. А в прямом положении мы видим, что ювелирная мастерская, сидят ученики, и из рук учителя сыпятся драгоценные камни в руки ученика. То есть он делится своими знаниями, талантами, дарованиями с миром или своими учениками. Но когда эта карта ложится перевернутая, то она для вас показывает время великого возвращения. То есть вы делились своими дарованиями с миром, и теперь для вас наступает прекрасный период получать уже для себя. Вы работали тяжело и усердно, прикладывали много сил, энергии, чтобы внести свой вклад в человечество. И теперь пришло Вселенной вернуть вам богатство и удовлетворение, которое вы заслуживаете. То есть теперь эти драгоценные камни сыпятся уже в ваши руки. Но вы получаете в 10 раз больше, чем отдали. Шестой дом — это наша повседневная работа, это наша повседневная жизнь, это физическое и психическое здоровье, дом питомцев. Также это навыки, услуги и оплата нашей работы. Здесь у вас ложится королева роз. Карта показывает прекрасную женщину, у нее в волосах и вокруг нее очень много роз. Это женщина любящая, страстная и очень надежная. Вообще, это карта любовной связи. Она говорит, что отношения с кем-то, кого вы уже можете знать, могут усилиться и стать более значимыми. Или это кто-то новый, который может появиться в вашей жизни. Будьте открыты для связи, она может быть романтической, либо это может быть друг, член семьи или коллега на работе. Но эти отношения будут очень полезны и ценны для вас. Но королева роз может представлять также вас или важную для вас женщину, которая вступает в роль жены или матери. Иногда карта показывает счастливое разрешение проблем, связанных с семьей, дружбой или любовными отношениями. Сейчас наступает время для спокойных, мирных, любовных общений, поэтому откройте ваше сердце к выражению заботы внутри и вокруг вас. Седьмой дом — это дом супружества, это отношения муж-жена, также это бизнес-партнерство. Здесь у вас ложится 21-й старший аркан Ариел и Сфинкс. Это Ариел и Сфинкс, это карта прямая, и это старший аркан, да. Мы видим, что Ариел пришел о чем-то посоветоваться с Сфинксом, а Сфинкс является молчаливым хранителем истины и древних тайн мира. Карта показывает, что для вас сейчас наступает время сделать самую важную и, может быть, даже самую трудную работу. Это копание и внутреннее раскрытие, которое приведет вас к осознанию вашей таинственной силы. Даже вот этот великий сфинкс должен был много раз откапываться из дующих песков пустыни, которые хранили его по самую шею. И вам, очевидно, придется избавиться от закаменевшего состояния ваших старых историй, верований, паттернов, чтобы вы смогли найти истину внутри. Но не волнуйтесь, вы уже, скорее всего, начали и сделали значительные успехи. Еще эта карта может показывать, что есть кто-то в вашей жизни, повседневной жизни, кто помогает вам и кого к вам послал архангел Ариел. Это может быть учитель, наставник, руководитель, новый друг. Отношения с кем для вас являются большой ценностью. Сейчас у вас очень важный период жизни. Вы идете к инициации и осознанию своей высшей силы. Восьмой дом — это совместная жизнь с партнером,
общие финансы. Партнер это может быть супруг, супруга или это бизнес-партнер. Это дом чужих денег, это кредиты, налоги, наследство. Это дом трансформации, дом духовной силы. Здесь у вас ложится пятерка роз, карта называется The Garden. The Garden это сад, и карта у вас прямая. Мы видим, что двое детей играют в саду. Если дети еще не являются частью вашей жизни, карта говорит об их появлении. А также она может указывать, что ваш ребенок или дети, может быть даже уже взрослые, могут потребовать больше внимания от вас. У них могут возникнуть некоторые собственные заботы или проблемы, но возможности для улучшения могут легко появиться. Но также по этой карте может быть реальный шанс или польза для одного из ваших детей, который в последнее время прикладывал особые усилия. То есть для ваших детей наступает очень выгодное время. 9-й дом – это дом высшего осознания, понимания. Это дальние поездки, это дом иммиграции, юридические вопросы, большие перспективы и дом высшего образования. Здесь у вас ложится семерка силы, карта называется Balance. Balance – это баланс. Мы видим, что стоит письменный стол, лежат пачки документов и стоят уравновешенные весы. Карта может показывать время гармонии, равновесия и справедливости в вашей жизни. Весь ваш организм через тело, через характер, через общение стремится достичь баланса. Остановитесь и рассмотрите части вашей жизни, которые вы можете привести в большее равновесие. В это время даже Вселенная будет вам в этом помогать. Если вы должны будете столкнуться с важными правовыми вопросами, иметь дело с какими-то документами, или, может быть, возникнет необходимость в судебном иске, например, в отношении собственности, наследства, трудовых договоров, опеки или развода, карта говорит, будьте терпеливы и обращайте внимание на детали, так как вот именно детали будут для вас очень важны. Но так как карта у вас прямая, она предвещает хорошее справедливое течение дел, то есть все проблемы будут выявлены, и вы получите выгодное решение. Справедливость является балансом в обществе, но хроники Акаши показывают, что справедливость не ограничивается только судебными и договорными ситуациями, потому что справедливость и взаимодействие, они энергичные, поэтому энергия, которую вы сейчас выпускаете, вернется к вам в будущем. Помните, что производство вашей энергии зависит только от вас. Поэтому продолжайте быть в курсе ваших мыслей, действий. Внутреннее равновесие сейчас приведет вас к превосходной судьбе завтра. 10-й дом – это дом карьеры. Это то, что вы желаете достичь. Это ваш статус, социальное положение, это власть. А также это дом отца, отношения с папой. Здесь у вас ложится 4-й старший аркан. Карта переводится как рождение и начало, но она перевернутая. То есть карта говорит, что вы можете столкнуться с трудностями и отсрочками, связанными с беременностью, в любовных отношениях, в семье, сложности с одним из ваших детей, или, может быть, между вами и ребенком, или сложности у ваших детей. Также ребенок у вас может поступить и уехать из родительского дома. Чувство одиночества, отсутствие любви или неудовлетворенное желание дома и семьи также могут присутствовать. Карта говорит, будьте сильны и прикоснитесь к безграничной любви внутри. Это та сила, которая может изменить все. Иногда эта перевернутая карта может указывать, что вы будете испытывать сложности в поиске или в достижении вашей цели, в новых начинаниях, в новой работе или в творческих проектах. Возможно, просто внешние возможности еще не даны. Это не крах всем вашим новым начинаниям, просто может потребоваться найти другие способы достичь желаемого. 11-й дом – это социальное желание, устремление, это дом друзей, это соцсети, социальные группы, связи, также это дом надежды, способность к самореализации. Здесь у вас ложится 2 свитков.
Two Worlds — это два мира, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит женщина. Она, глядя на огонь, о чем-то задумалась. У нее есть любимая работа, которой она занимается. Эта работа приносит ей финансы. У нее есть дом, семья. Но вот здесь в окне стоит буддийский храм. Это духовное учреждение, неважно какая конфессия. И карта может показывать конфликт в вашей жизни между тем, что внутренний мир требует от вас, и как ваша душа вас направляет. То есть на самом деле у вас могло быть несколько прошлых жизней, где вы хотели сосредоточиться на своем духовном росте. Может быть, даже вы присоединились к какому-то монастырю, чтобы сделать это. А уже в следующих воплощениях светский мир предложил вам семью, любовь, финансовый успех, и вы уже выбрали там материальный мир. Но когда эта карта ложится перевернутая, она показывает, что сейчас вы свободны. То есть деньги, личный мир у вас уже присутствуют, и они больше не должны управлять вами. И у вас сейчас появится возможность действовать в соответствии с вашими высшими идеалами и убеждениями. Да, до этого, может быть, вы разрывались между этими двумя мирами, а может быть, даже между светом и темнотой. То есть вы беспокоились, что стремление к вашим духовным целям поставит под угрозу вашу личную или финансовую жизнь. Но теперь вы уже определили, какие предпринять шаги, может быть, даже самые маленькие, чтобы постараться объединить эти два мира вместе. И у нас 12-й дом. Это дом интуиции, это дом страхов, неизвестного, секретов. Это дом изоляции, закрытых учреждений, а также это кармические уроки, кармические отношения, дом подсознательного. Здесь у вас ложится Архангел Михаил, и он у вас прямой. Архангел Михаил является каналом божественной силы, и на карте он этой силой делится с двумя маленькими детьми, как бы принося им эту силу и поддержку. Вам он также может поднять вашу энергию. Карта показывает, что у вас сейчас этап увеличения вашей силы, энергии, инициативы, мужества и активности. И вы знаете, что вам делать дальше. Доверяйте своим убеждениям, своей силе и находчивости. Поэтому не откладывайте, если вы что-то запланировали. С Архангелом Михаилом и вашей собственной силой вы сможете сдвинуть горы и подняться на новую высоту. Ну, давайте посмотрим 18-ю карту. Эта карта поможет нам заглянуть в будущее, в 2023 год. Это намек на будущее направление, устремления, которые будут основаны на ваших действиях в 2022 году. Здесь у нас ложится единица роз. Карта называется Commitment. Commitment — это соглашение и обязательство, и карта у вас прямая. Мы видим, что вокруг контракта разбросаны розы, и все это освещено светом. Когда эта карта появляется в прямом положении, она означает, что какой-то ценный союз у вас под рукой. Романтическое обязательство может прийти к вам, или, может быть, любовь из ваших прошлых жизней возвращается. Здесь также может появиться деловое обязательство, такое как предложение о продвижении по службе, предложение о новой работе. Или, может быть, возможность сформировать партнерство или создать новое деловое предприятие. Также эта карта может указывать на подписание других важных документов, в том числе продажу, покупку дома или начало новых инвестиций. Но в любом случае эта карта наполнена светом, и она указывает на то, что хорошие результаты у вас не за горами. Но, как и во многих картах этой колоды, часть значения относится непосредственно к вам. Это напоминание о необходимости осознавать свою преданность себе. Если вы хотите, чтобы другие ставили вас на первое место или помогали приносить счастье в вашу жизнь, тогда вы должны делать то же самое по отношению к себе. Вот этот ваш самоуважающий выбор заложит основу для процветания всех ваших партнерских отношений. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Пишите ваши комментарии. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.